битве с кланом Хунь Сяо Янь наконец вспомнил об 11 марионетках, улучшенных в бассейне молний. Вы только подумайте, какая это мощь! 11 почтенных воинов, что беспрекословно подчиняются Сяо Яню. Мало того, они обладают уникальной техникой объединения сил, когда главная марионетка с помощью формации вбирает всю мощь остальных марионеток. Как раз таки Сяо Янь воспользовался этой формацией в битве с Хунь Ли. Насколько возросла ее мощь? Золотой свет 10 марионеток соединился и собрался в одной фигуре. Кожа на ее теле превратилась из темно-золотой в таинственно-фиолетовую. Под этим фиолетовым цветом можно было увидеть золотой оттенок. Это была абсолютно новая, усиленная марионетка фиолетового цвета. Когда ее глаза открылись, темно-золотой свет медленно вращался внутри них. В мгновение ока она появилась перед Сяо Янем. Ее равнодушные глаза спокойно смотрели на врага в темном тумане, Хунь Ли. Поглотив силу 10 марионеток, сила этой марионетки небесного зла поднялась на пугающий уровень. Да, цвет ее тела напоминал насыщенный фиолетовый с проблесками золотого. Эту марионетку Сяо Янь лично создал. В бассейне молний она достигла высшего порога своей силы, почтенный воин 6 звезд. А теперь, поглотив силу других 10 марионеток небесного зла, ее сила наверняка превзошла способности Сяо Янь. Как вы думаете, какого уровня она достигла? Сама по себе она обладала силой почтенного воина 6 звезд, но благодаря формации она достигла пика почтенного воина. Подумать только, марионетка, безжизненная машина для убийства на 9 звезде почтенного воина. Такой телохранитель для Сяо Яня будет очень полезен еще долгое время. Возможно, кто-то ожидал уровня мнимого святого от главной усиленной марионетки. Но такой уровень слишком устрашающий. Это вход в класс святого, не так-то просто его достичь. Хунь Ли не стал ждать и совершил ужасающую атаку на Сяо Янь. Мрачная ладонь раскола души. Черный отпечаток ладони обрушился на Сяо Янь. Где бы ни пролетала та ладонь, возникали черные трещины. Хунь Ли, усиливший себя клановой тату, практически достиг 9 звезды почтенного воина. Пропасть просто огромна, и даже техники доуци класса Тянь Сяо Яня не хватит, чтобы покрыть ее. Благодаря великой силе клана Хунь, он также обладал техниками класса Тянь. Именно на этот случай Сяо Янь приготовил предельную силу марионетки небесного зла. Она сделала шаг вперед. Золотой свет сверкал в ее пустых глазницах. Она яростно столкнулась с черным отпечатком ладони Хунь Ли. Послышался мощный взрыв. Могучая сила вынудила марионетку отступить на 10 шагов назад, а после она ринулась на Хунь Ли. В облаках вспыхивали удары, постоянно ревели души. Сяо Янь смотрел на черные облака, посреди которых вспыхнул золотой свет. После усиления нынешняя марионетка небесного зла, можно сказать, завершена. С ее силой она была способна сражаться против почтенного воина 9 звезд. Пока посреди облаков гремело крупное противостояние, Сяо Янь повернулся к Сюнер. Она сражалась с Хунья, однако тот уже оказался полностью подавлен с ее стороны. Сила Го Сюнер наверняка достигла 9 звезды класса почтенного воина. Настоящая сила Хунья лишь находится на высшей ступени почтенного воина 8 звезд. Преимущество Сюнер было явным. А между тем, битва марионетки и Хунь Ли почти завершилась. Каким был исход? Сяо Янь заметил несколько небольших отпечатков руки на теле марионетки. Видимо, она получила несколько несравненно жестоких атак от Хунь Ли во время боя. К счастью, она больше не такая слабая, иначе ее тело точно взорвалось бы, не выдержав атак. Она получила легкие повреждения, но Хунь Ли выглядел более плачевно. Из уголка его рта стекала струйка крови, а значит, во время боя он получил значительные повреждения. Обе стороны обменялись ударами. С одной стороны бездушная кукла, с другой живая плоть. Как ни посмотри, а плоть определенно проиграет при подобном противостоянии. Хунь Ли выругался. Как может этот парень обладать такой сильной марионеткой? Обменявшись с ней ударами, он понял, что ее тело больше напоминало черепаший панцирь. Но он-то не мог принимать ее атаки без последствий. Подобная битва заставила его пострадать. Сяо Янь с улыбкой указал пальцем, и марионетка снова ринулась в атаку на Хунь Ли. Но, к сожалению, не повезло, так как приближалась великая буря небесной гробницы.
Если буря настигнет их, то даже высший эксперт уровня почтенного воина умрет. Это была громадная энергетическая буря. Напоследок золотое пламя Сюнер поразило в грудь Хунья. Страшная сила потрясла его настолько, что его вырвало кровью. Затем она обратилась к Сяо Яню. «Быстрее! Бежим!» Сяо Янь без всяких колебаний махнул рукой и призвал обратно марионетку, а в следующий миг они оба ринулись в сторону входа на третий уровень. Хунья и Хунли также бросились бежать. У них, может, и оставались шансы сбежать от Сяо Яня, но если их поглотит буря, то просто так не отделаются. Пока они бежали, множество экспертов появлялись из разных сторон. Как жаль, снова Сяо Яню не дали возможности убить врагов. Эта буря помешала всему бою. Как рассказала Сюнер, это своего рода местный природный катаклизм. Обычно она возникает лишь раз в несколько лет. Весь второй этаж гробницы был охвачен ее разрушительной мощью, поэтому как можно скорее нужно достигнуть третьего уровня, чтобы избежать смерти. Множество экспертов спешило ко входу на третий этаж. Сяо Янь встретил Хо Сюаня и девушку в красном, представителей клана Янь. Они объединились и вместе летели к третьему уровню. Здесь уже находилось немало народу. Гу Джень, первый командир, а также генерал Гу Циньянь. Наконец нам покажут остальных из 4 генералов клана Гу, помимо Гу Яо. Интересно, что Гу Циньян, первый генерал, самый сильный из них. В итоге все собрались возле ворот или входа на третий уровень, включая экспертов клана Хунь. Однако возникла проблема, из-за которой никто не стал конфликтовать. Свет энергии на третий уровень буквально затвердел. Придется силой прорываться на третий этаж. Подобную задачу не совершить в одиночку, поэтому, чтобы выжить и спастись от бури, нужно действовать сообща. Задача была объединиться и прорваться наверх, иначе все здесь и останутся на растерзание энергетической бури. Поразмышляв немного, все кивнули. Естественно, все понимали, что единственный выход из нынешней ситуации – прорваться на третий уровень небесной гробницы. Генерал Гу Циньян начал первым. Он подошел к преграде света с 3 другими экспертами. Доу Ци буквально загудела в их телах, преобразуясь в невероятно большие столбы, которые обрушились на преграду. Что же будет дальше? Удастся ли им вырваться? Рассмотрим в будущих видео. Попрошу вас поставить лайки, написать комментарий и подписаться на этот канал. Это лучшая поддержка. Также напишите, как вам сила объединенной марионетки. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь и всем пока.